1801 год. Египет. Французский инженер Эдм Франсуа Жамар стоит у подножия Великой пирамиды Гизы с теодолитом в руках. Наполеон уже ушел. Ученые остались. Жамар измеряет угол наклона граней. Методично, точка за точкой, несколько дней подряд. Получает число. 51 градус, 50 минут, 40 секунд. Записывает. Идет дальше. Проходит 1,5 века. 1950-е годы. Мексика. Американский археолог Карл Руперт работает на плато Теотиуакан, разрушенном городе, чьих строителей никто не знает. Он измеряет угол наклона пирамиды Солнца. Получает число. Смотрит на него долго. Потом достает записи по Египту. Числа совпадают. Представь себе, 2 континента, 2 народа, которые никогда не встречались. 3000 лет разницы во времени, 10 тысяч километров воды между ними. И одно и то же число, высеченное в камне с точностью до угловой минуты. Официальная наука говорит: случайное совпадение. Независимое изобретение оптимальной формы. Разные культуры, один вывод. Звучит разумно, на первый взгляд. Но вот где все перестает иметь смысл. Угол пирамид — это только начало. Когда исследователи начали системно сравнивать древние сооружения по всему миру, не отдельные детали, а полный архитектурный язык, выяснилось нечто, что не вписывается ни в одну принятую модель истории. Одни и те же пропорции, одни и те же астрономические ориентации, одна и та же система подземных камер, одна и та же точность обработки камня до долей миллиметра. У народов, у которых, согласно официальной хронологии, не было ни металлических инструментов, ни письменности, ни колеса. Я знаю, как это звучит, но давай разберем факты один за другим. И посмотрим, сколько раз математика согласится назвать это случайностью, потому что у случайности есть предел, и здесь он давно пройден. Прежде чем идти дальше, давай установим масштаб, потому что без этого все, что последует, будет просто набором интересных фактов. А это не набор фактов. Это паттерн. Итак, что именно мы имеем? Пирамидальные сооружения, не просто похожие по форме, а идентичные по ключевым параметрам, обнаружены на 6 континентах: Египет, Мексика, Судан, Китай провинции Шэньси, где под слоем деревьев и грунта скрыты пирамиды, которые китайское правительство официально не комментирует. Индонезия. Гора Паданг, возраст нижних слоев которой датируется 20 тысячами лет. Япония. Подводный комплекс Юнагуни в 25 метрах под поверхностью океана. Это не 5 похожих объектов. Это больше 200 задокументированных пирамидальных структур по всему миру. Но пирамиды — только одна нить. Параллельно с ними идут мегалитические комплексы, сооружения из блоков весом от 10 до 1200 тонн, уложенных без раствора с точностью, которую современные инженеры воспроизводят с трудом даже с лазерными инструментами. Стоунхендж в Британии, Саксайуаман в Перу, Баальбек в Ливане, Пума-Пунку в Боливии на высоте 3800 метров над уровнем моря, Нан-Мадол на острове Помпеи посреди Тихого океана. Представь себе. Ты берешь карту мира и начинаешь отмечать точки. Сначала пирамиды, потом мегалиты, потом астрономические храмы с точной ориентацией на солнцестояние, потом подземные тоннельные системы под этими сооружениями. Карты постепенно покрываются точками, равномерно по всем континентам. И в какой-то момент ты понимаешь, что смотришь не на разрозненные памятники разных культур, ты смотришь на сеть. Теперь о математике. Теория вероятностей говорит следующее. Если 2 независимых события совпадают по одному параметру, это может быть случайностью. Если по 2, вероятность падает. Если по 5-6 ключевым параметрам одновременно совпадают объекты с разных концов земного шара, вероятность случайного совпадения стремится к нулю. Немаловероятно. Математически к нулю. И здесь начинается самое интересное. Потому что параметров совпадения не 5 и не 6, их больше 20. То, что обнаружили дальше, не укладывается в голове. В 1925 году египтолог Людвиг Борхард
опубликовал результаты обмеров Великой пирамиды Гизы, работу, которую он вел 10 лет. Периметр основания пирамиды, деленный на удвоенную высоту, дает число 3,14159, число π. С точностью до 5-го знака после запятой. Борхард был потрясен. Он написал коллегам, что это, вероятно, случайность. Коллеги согласились. Дело закрыли. Но цифры остались. Высота пирамиды Хеопса – 146,5 метра. Умножь на 10 в 9 степени, получишь расстояние от Земли до Солнца с точностью до 1%. Периметр основания равен длине 1 угловой минуты экватора Земли. Пирамида стоит точно на 30-й параллели, географическом центре всей суши планеты, если считать по площади. Я понимаю, как это выглядит со стороны, но факты – упрямая вещь. Теперь Мексика. Пирамида Солнца в Теотиуакане. Периметр основания, деленный на удвоенную высоту, снова π. Отношение высоты к периметру основания, золотое сечение φ, 1,618. Ориентация главной оси комплекса – 15 градусов 28 минут к северу от запада. Точно на закат Плеяд в день, когда они впервые появляются на горизонте после 40-дневного отсутствия. Во-первых, обе пирамиды кодируют одни математические константы. Во-вторых, обе ориентированы астрономически с субградусной точностью. В-третьих, и это главное, строители обеих официально не знали ни числа π, ни понятия золотого сечения как математической концепции. Представь себе, ты строишь здание, не зная математики, и случайно получаешь 5 математических констант одновременно, 2 раза, на 2 разных континентах. Официальная версия называет это интуитивным выходом на оптимальную форму. Звучит убедительно? На первый взгляд, да. Но когда к этим двум добавляется пирамида Кукулкана в Чичен-Итсе, где 91 ступень на каждой из 4 сторон, плюс верхняя платформа дают ровно 365, количество дней в году, объяснение интуиция начинает трещать. А потом пирамиды Мероя в Судане, пирамиды Шэньси в Китае, Боробудур в Индонезии с его 72 ступами, расположенными по концентрическим окружностям с соотношениями, повторяющими орбиты планет. Один почерк, один язык, один архитектор или одна школа, разбросанная по всему миру. Но следующая загадка делает все предыдущее просто вступлением. 22 июня 1894 года. Британский астроном Джозеф Локьер берет компас и теодолит и идет к Стоунхенджу. Он хочет проверить одну гипотезу. Встает в центре каменного круга, смотрит вдоль главной оси через так называемый «камень пятки», одиночный мегалит за пределами основного кольца, и ждет рассвета в день летнего солнцестояния. Солнце встает точно над камнем пятки. Точно. Не приблизительно. Не в той стороне. Точно по оси, с погрешностью меньше 1 градуса. Локьер публикует результаты. Его коллеги отвечают скептически. Может быть, случайность. Он считает вероятность. Молча убирает расчеты в стол. Теперь Камбоджа. Ангкор-Ват. 12 век нашей эры. Исследователь Элеонор Манника в 1996 году публикует работу, в которой показывает, главная ось храма ориентирована на восход Солнца в день весеннего равноденствия с точностью до угловой минуты. Расстояние между ключевыми порталами закодировано в единицах, кратных лунному и солнечному циклам. Архитектурные пропорции кодируют числа 27 и 29, количество дней в звездном и синодическом лунном месяце. Между Стоунхенджем и Ангкор-Ватом 8000 километров и 25 веков. Один принцип. Представь себе, ты стоишь в Гобекли-Тепе на юге Турции. Это самое древнее монументальное сооружение на Земле. 11500 лет. На 5000 лет старше Стоунхенджа. На 6 старше египетских пирамид. Вокруг тебя круги из известняковых столбов высотой до 5 метров, весом до 20 тонн. И главная ось центрального круга смотрит точно на восход Сириуса в день, когда звезда впервые появляется над горизонтом
после 70-дневного отсутствия. Та же звезда, на которую ориентированы шахты внутри пирамиды Хеопса. Та же звезда, которой посвящен главный праздник в египетском, шумерском и майянском календарях одновременно. Звучит дико, я понимаю, но это не интерпретация, это измеренные азимуты. Во-первых, Göbekli-Tepe старше всех известных цивилизаций, но демонстрирует астрономическую точность, превосходящую большинство из них. Во-вторых, его создатели, по официальной версии, были охотниками-собирателями без письменности и постоянных поселений. В-третьих, комплекс был намеренно засыпан землей, аккуратно, слой за слоем, как будто кто-то хотел сохранить его для тех, кто придет позже. Чичен Itza добавляет последний штрих. В дни равноденствий, дважды в год, тень от ступеней пирамиды Кукулькана падает на северный балюстрад в виде змеи, ползущей вниз. Эффект длится ровно 34 минуты. Чтобы он работал, архитекторы должны были знать точный угол наклона оси Земли, точную дату равноденствия и точное положение Солнца в эту дату за 1000 лет до нашей эры. Один небесный чертеж, разные руки, разные континенты, одна точность. И здесь история принимает совершенно другой оборот. В 1983 году египтолог Роберт Бьювелл лежал на спине в пустыне и смотрел в небо. Он пытался понять одну деталь, которая не давала ему покоя годами. Почему 3 пирамиды Гизы расположены не в линию и не в правильный треугольник, а именно так, чуть смещены, с явным нарушением симметрии? Он посмотрел на пояс Ориона. 3 звезды пояса – Аль-Нитак, Аль-Нилам, Минтака – расположены точно так же. Те же относительные расстояния, то же угловое смещение средней звезды, та же ориентация по отношению к Млечному Пути, который в этой модели соответствует Нилу. Бьювелл рассчитал, когда пояс Ориона находился в точно такой позиции относительно горизонта, как на плане Гизы. Ответ – 10 500 лет до нашей эры. За 7000 лет до того, как по официальной версии были построены пирамиды. Это либо означает, что строители ориентировались на небо в эпоху, которой официально не существует, либо, что план Гизы был составлен задолго до строительства. Представь себе, кто-то 1000 лет хранит чертеж, передает его из рук в руки, через поколения, через катастрофы, через смену языков и народов, и однажды строит. Но вот где все перестает иметь смысл окончательно. Теотиуакан. Исследователь Хью Харлстон в 1970-х годах проводит полный обмер комплекса. Он обнаруживает единицу измерения, которую называет стандартной теотиуаканской единицей – 1,594 десятитысячных метра. И выясняет, расстояние между пирамидами комплекса в этих единицах точно соответствует расстояниям между планетами Солнечной системы в масштабе 1 к 160 миллионам. Меркурий, Венера, Земля, Марс, пояс астероидов, Юпитер, Сатурн – все на своих местах. Официальная наука этот результат не опровергла, она его просто не заметила. Скорость света – 299 миллионов 792 тысячи 458 метров в секунду. Координаты Великой пирамиды – 29,979 миллионов 245 тысяч 858 миллионных градуса северной широты. Совпадение до 8-го знака. Звучит как сценарий научной фантастики, но это абсолютная реальность. Координаты можно проверить в любом картографическом сервисе прямо сейчас. Один объект не может случайно закодировать π, φ, расстояние до Солнца, длину экватора и скорость света одновременно. Это не интуиция древних строителей. Это либо знание, либо что-то, для чего у нас пока нет слова. Если вы думали, что это странно, подождите. В 1996 году инженер-строитель Кристофер Дан приехал в Египет с одной целью – не как турист и не как археолог, как профессиональный машинист с 30-летним опытом точного производства. Он привез с собой прецизионные инструменты – плоский стальной уголок, щупы для измерения зазоров, штангенциркуль. Он приложил уголок к внутренней стенке гранитного саркофага в камере царя.
Зазора не было. Абсолютно. Поверхность была плоской с точностью до 0,002 мм. Это допуск оптического стекла, не строительного камня. Дан стоял в этой камере долго. Потом сказал: «Я не знаю, каким инструментом это сделано, но этот инструмент лучше того, что есть у меня». Представь себе, ты берешь в руки гранитный блок. Гранит – один из самых твердых природных материалов. Стальной инструмент оставляет на нем царапину с трудом. Теперь тебе нужно обработать его поверхность до зеркального блеска на площади 4 квадратных метров, выдержав плоскостность в 0,02 мм. Без электроинструмента, без алмазных насадок. Официально – медным зубилом и песком. Дан посчитал, сколько времени это заняло бы. Получил число, при котором строительство всей пирамиды за 20 лет становится физически невозможным. Но Египет – не единственное место с таким почерком. Перу. Саксайуаман – крепость над Куско. Блоки известняка весом до 360 тонн – это 4 тяжелых танка, поставленных друг на друга, уложены без раствора так, что между ними не проходит лист бумаги. Поверхности стыков имеют сложный многоугольный профиль. Каждый блок подогнан к соседям сразу по 6-12 граням. Тримерная подгонка с допуском меньше миллиметра. Во-первых, ни одна современная строительная компания не взялась бы воспроизвести эту кладку. Слишком дорого и слишком долго. Во-вторых, следов обработки на поверхностях нет. Ни следов зубила, ни сколов, ни характерных рисок от пилы. В-третьих, каменоломня, откуда взяты блоки, находится в 35 километрах и отделена горным хребтом. Боливия. Пума-Пунку, на высоте 3800 метров. Блоки из красного песчаника и диорита, диорит по твердости уступает только корунду и алмазу, обработаны с прямыми углами и ровными пазами, как детали конструктора. Пазы имеют N-образное сечение, повторяющиеся на разных блоках с идентичными размерами. Официальная версия. Каменные орудия и бронзовые инструменты. Геолог Артур Познанский, проработавший на Пума-Пунку 20 лет, написал в своем итоговом отчете одну фразу: «Я не могу объяснить эти пазы». Один почерк, разные континенты, разные тысячелетия, только тоннели. Километры тоннелей в темноте, молчаливых, ровных, ждущих. В 2010 году мексиканский археолог Серхио Гомес направил под пирамиду пернатого змея в Теотиуакане дистанционно управляемого робота с камерой. Тоннель был обнаружен еще в 2003-м, случайно, после сильного дождя, когда грунт просел и открылся вход. В 7 лет вход был запечатан. Официально – из соображений безопасности. Когда робот прошел первые 100 метров, операторы остановили его. На стенах тоннеля был нанесен порошок из пирита и гематита, минералов, которые в темноте создают эффект мерцающего звездного неба. Потолок и стены буквально светились. Тоннель уходил на глубину 18 метров и заканчивался 3 камерами, расположенными в форме буквы «Т», точно под центром пирамиды. В камерах нашли тысячи объектов: статуэтки, семена, кожа ягуаров, резные раковины, человеческие зубы и полное отсутствие захоронений. Тоннель использовался не как гробница. Тогда как? Представь себе, ты спускаешься по вертикальной шахте на 18 метров вниз. Факел в руках. Вокруг стены, покрытые мерцающим минеральным порошком. Ты идешь по абсолютно прямому коридору 100 метров, и единственный звук – твои собственные шаги. В конце – 3 камеры. Пустые, идеально обработанные стены и тишина, которой кажется 1000 лет. Теперь Египет. Под плато Гиза, по данным сейсмического зондирования 1993 года и радарного обследования 2008, существует сеть тоннелей и камер на глубине от 5 до 25 метров. Часть из них уходит под сфинкса. Египетские власти исследования засекретили. Независимые группы, пытавшиеся получить разрешение на бурение, получали отказ. Мальта. Подземный храмовый комплекс Хал-Софлиени, 3 уровня, вырубленные в известняке,
уходящие на глубину 12 метров. Построен около 3000 лет до нашей эры. Одна из камер обладает акустическим резонансом на частоте 110 Гц. Именно эта частота, как показали нейробиологические исследования 2008 года, подавляет активность левого полушария мозга и вызывает измененные состояния сознания. Под Ангкор-Ватом тоннельная система, картографированная только в 2016 году с помощью лидара. Под храмами Паленки в Мексике подземные акведуки и камеры, функция которых не определена до сих пор. Во-первых, подземный уровень есть под каждым крупным древним комплексом. Во-вторых, доступ к нему в большинстве случаев ограничен или закрыт. В-третьих, ни в одном из этих тоннелей нет ничего, что объясняло бы их назначение в рамках принятых исторических моделей. Один подземный язык по всему миру, молчаливый и ждущий. Итак, 3 версии, и ни одна не закрывает вопрос полностью. Первая. Независимое открытие. Разные народы в разное время пришли к одним решениям, потому что физика и астрономия универсальны. Оптимальная форма пирамиды продиктована сопротивлением ветру, солнцестояние одинаковы для всей планеты, а золотое сечение встречается в природе везде. Звучит разумно, но не объясняет подземные тоннели с одинаковой акустикой на 3 континентах. Не объясняет минеральный порошок в Теотиуакане и Египте. Не объясняет N-образные пазы в Пума-Пунку, идентичные на объектах, разделенных океаном. Вторая версия – миграция знаний. Некая группа людей, мореплаватели, жрецы, инженеры, путешествовала по миру и передавала технологии. Финикийцы, минойцы, гипотетические доисторические мореходы. В пользу этой версии говорят найденные в Египте следы кокаина и табака, растений, которые в эпоху Нового Царства должны были существовать только в Америке. Анализ волос мумий, проведенный в 1992 году Мюнхенской лабораторией, дал однозначный результат – кокаин. Это либо означает трансатлантический контакт, либо что анализ неверен. Официальная наука выбрала второй ответ. Третья версия – самая радикальная и самая неудобная. Существовала цивилизация, предшествующая всем известным. Она погибла в катастрофе около 12 тысяч лет назад. Совпадает с концом ледникового периода, резким подъемом уровня Мирового океана на 120 метров, исчезновением мегафауны на всех континентах одновременно. Выжившие разошлись по миру и передали остатки знаний местным народам. Не технологии целиком, а принципы. Азимуты, пропорции, координаты, память о небе. Представь себе, ты последний хранитель библиотеки, которая горит. У тебя есть 1 час. Что ты спасаешь? Не книги, слишком тяжело. Ты спасаешь главное – числа, углы, координаты. Ты вырезаешь их в камне, самом долговечном материале, и прячешь под землю, в надежде, что кто-нибудь найдет, в надежде, что кто-нибудь поймет. В этой версии все подземные тоннели под пирамидами – не ритуальные пространства. Это сейфы. Понимаю, как это выглядит со стороны. Но вот что не дает мне покоя. У нас есть гора физических свидетельств и дефицит объяснений, который не уменьшается, а растет по мере новых открытий. Каждое новое радарное обследование, каждый новый лидарный скан джунглей, каждая новая расшифровка добавляет совпадений, а не убирает их. Может быть, однажды мы поднимемся на очевидный ответ. Или, может быть, ответ уже лежит под нашими ногами, на глубине 18 метров, в темной камере с мерцающими стенами, среди тысяч объектов, смысл которых мы еще не поняли. Один вопрос остается открытым. Если это все случайность, что должно произойти, чтобы мы, наконец, назвали это не случайностью? Если этот вопрос зацепил тебя так же, как меня, поставь отметку. Следующее расследование уже готово.